Всем привет! У меня на канале был один вопрос, на который я бы хотела сейчас дать небольшой ответ и некоторые пояснения. Привет! Можно вопрос о твоем малоедении? Если кто-то ест по минимуму, логично предположить, что ему надо заморочиться с тем, чтобы те немногие продукты, которые он ест, максимально восполняли потребности в веществах. Как у тебя это происходит? Интуитивно или наука о питании в какой-то части диктует, что съесть? Или подскажи видео, где ты подробно это рассказываешь. Мне интересно, из чего состоит основа, большая часть твоего питания. Когда я лично в воображении примеряюсь к такому образу питания, к твоему образу жизни, мне кроме моркови ничего не приходит на ум. Ну, это типичная такая картина, да, у людей, с которыми я общаюсь и которых я встречаю, что малоедение или сыроедение, они очень ограничены в своем объеме, тем более малоедение. Я показывала здесь в одном видео, ссылочку здесь оставлю наверху, можете посмотреть, нажать на него. Это было, по-моему, 2 года назад, точно не помню. То есть на тот момент люди говорили, что это, в принципе, тоже нереально так питаться. И где там калории, где... Если кто-то ест по минимуму, логично предположить, что ему надо заморочиться с тем, чтобы продукты восполняли определенные потребности вещества. Человек, который был на сыроедении и решил дерзнуть на малоедение, не на месяц, не на 2, не на полгода, следует ожидать серьезных проблем в психологическом плане и серьезных психологических проработок. Также следует ожидать серьезных дефицитов по некоторым веществам, которые вам нужно будет восполнять. Учиться восполнять не из продуктов питания. Судя по тому, как поставлен вопрос, то есть человек думает, что важен объем еды. Объем еды. То есть сыроеды едят очень много, и по сути у них ничего не усваивается. От того-то они и болеют. Никто не берет в расчет проблемы желудочно-кишечного тракта. У людей так все просто. Вроде ты перешел на веганство, на сыроедение, на вегетарианство, и все должно само собой наладиться, и все должно стать хорошо. Но это не так. Чтобы понять, что такое правильное питание, нужно изучить, как работает ваш организм. Как работает желудок, как работает печень, как работает ваш кишечник. Соответственно, человек думает, что нужно употреблять большой объем еды, чтобы покрыть какие-то внутренние потребности организма. И при этом, чем больше ты ешь, тем хуже. Возьмем вот такую вот мисочку, например, да, это то, что может съесть человек, малоед, за день. Ну, грубо говоря, здесь 2 ладошки. Здесь мы перетерли морковь. И возьмем таз моркови, который съест сыроед на своем сыроедении, думая, что он что-то там восполнит. Ну, так это не работает. Учитывая то, что я нахожусь на малоедении, соответственно, в принципе, я не могу съесть тазик моркови, чтобы что-то восполнить. И каким образом я восполняю свои вещества? Я вообще не восполняю никакие вещества. Потому что я сделала перезагрузку своего организма, что теперь мне, в принципе, не нужна еда. Никакая. Конечно, многие, кто будет смотреть это видео, находясь на обычном питании, или даже на вегетарианстве, или на веганстве, или тем более на сыроедении, они с трудом могут поверить, что, уходя от продуктов, можно быть свободным от восполнения тех же самых каких-то необходимых веществ. У тебя не должно быть сил на выполнение какой-либо физической нагрузки. У тебя не должно быть сил даже порезать вот этот апельсин или почистить его и съесть. Ну, по идее, ты должен все время находиться в горизонтальном положении, чувствовать себя развитым, у тебя должна болеть голова, у тебя должны болеть мышцы, ты должен быть аморфным, атрофичным, но это не так. По сути, ты проявляешься как новая независимая личность в этом мире, как самообеспечивающаяся машина. Машина, которая может работать физически, умственно и не уставать. То есть память на малоедение стала настолько поразительной, что никакое сыроедение в сравнении не идет. Память, аналитические способности, умственные способности, выносливость, все это увеличилось 100 крат, может быть и больше. Так вот, в 30-х годах 20 века один профессор измерял соотношение энергозатрат и употребления калорий при тяжелой физической нагрузке. Рабочие вручную, которые распиливали бревна на доске, затрачивали в 2 раза больше калорий, чем употребляли. Причем, если они ели больше, чем хотели,
то в этом случае они просто не могли работать. И что из этого следует? Твой организм тратит слишком много энергии на то, чтобы вывести все продукты, которые ты съел. То есть вывести все то, что ты наел. Каким-то образом их переработать. И у нас не все, как я еще раз говорю, завязано на питании. У нас есть определенные процессы, которые человек должен изучить и знать, как функционирует его тело, если ему интересно идти на малоедение и тем более на неедение. Всем известно, что наше тело – это белковый каркас, а он строится только из своих белков. Никакие белки извне не могут и не помогут вам построить ваши белки, то есть ваши мышцы, ваше тело. Ваше тело строит себя само. И когда ваше тело будет должным образом и хорошо очищено, тогда ваше тело будет состоять из собственных клеток. И ваше тело не будет похоже даже телом, которое было у вас на сыроедении, и оно будет совершенно отличное от того, что было тем более на всеедении. Сейчас мы с вами сделаем сок, посмотрим, сколько сока в гранатах. На данном этапе своего малоедения, как я уже рассказывала, я ем 1-2 раза в неделю, остальные дни я открываю сухую или пью, зависит от того, что мне нужно. Насчет восполнения потребностей в каких-то веществах, мне этого делать не приходится. Тело само себя ведет, как я уже говорила, если ты вошел с ним в контакт. Да, все так просто, кажется на первый взгляд, но за этим стоит огромная работа над собой. Еще раз повторяю, для тех, кто думает, что на сыроедении они что-то там восполняют, а на самом деле они зачастую портят себе здоровье, так как люди много едят, и в принципе того, что пищей для них не является, даже на сыроедении, начинаются не очень хорошие процессы внутри организма, в частности в кишечнике. Поэтому нужно очень много энергии, всяких веществ, определенная химия и ресурсы организма для того, чтобы все это вывести, как-то почистить. И еще раз скажу о том, что клетки находятся на более высоком уровне от еды. Они от нее не зависят. Если у вас организм грязный, зашлакованный, если можно так выразиться, грязь, засоры, да, какие-то, соответственно, к вам притягиваются какие-то негативные обстоятельства, негативные ситуации, болезни. То есть все, что находится на низких частотах. Соответственно, все низкочастотное, что есть в вас, притягивает аналогичные ситуации в жизни. Сколько у нас здесь? 1, 2, 3, 4, 5 гранатов. Вот с 5 гранатов получилось практически 800, наверное, миллилитров здесь банка это. С какой целью люди пьют свежевыжатые соки на обычном питании? Я не знаю. Скорее всего, хотят из них что-то получить. Я пью просто для вкуса. И мне хорошо. Где моя кружка? Я смотрю кружку. Так, я сейчас попробую. Концентрированный сок я не пью никогда. Я всегда его смешиваю с водой и пью. Это очень вкусно. Я бы сказала, что это очень приятно. Приятный такой сок. В том году я больше ела апельсинов и грейпфрутов. В этом году больше вот граната. И, скорее всего, из-за того, что все-таки купили вот такой вот пресс. Если у вас есть какие-либо вопросы, можете их писать в комментариях. Я буду их читать и по возможности отвечу. И еще, что бы я хотела добавить, что все-таки у нас всегда есть выбор различных вариантов. Вопрос насчет того, что закроют YouTube. Все-таки, как я уже говорила, есть возможность того, что его оставят. Есть возможность маленькая, но есть. Наверное, все-таки зависит от того, в какой реальности мы окажемся. И к любой ситуации, которая сейчас происходит в жизни, или в принципе у людей происходит и происходило всегда что-то в жизни, к любой ситуации нужно относиться как к опыту. Человек должен делать правильные выводы и получать соответствующий опыт. И чтобы стать кем-то или чем-то, вы должны мочь это воспринять. Если вы сможете на это настроиться и это воспринять, значит вы этим станете. Все, всем пока, всем всего хорошего, до связи.